Вы когда-нибудь задумывались, почему атомные реакторы не взрываются как атомные бомбы? Большинство людей уверены, что одна ошибка оператора превратит такую станцию во второй взрыв уровня Хиросимы. Но вот что скрывают за громкими заголовками. Атомный реактор физически не может взорваться, как ядерная бомба. Дело не в удаче и не в надежности персонала, а в самой физике ядерной реакции. Тот же уран, что лежит в основе самого страшного оружия человечества, внутри реактора ведет себя совершенно иначе. И разница здесь не в защите, не в бетоне и не в датчиках, а в том, каким инженеры сделали само топливо. Чтобы понять, почему реактор не детонирует, придется разобраться, чем его начинка отличается от начинки бомбы. А еще, почему создатели реакторов намеренно сделали ядерную реакцию медленной. Досмотри до конца. Мы разберемся, что на самом деле взрывалось в Чернобыле и Фукусиме. И это было совсем не то, о чем ты сейчас подумал. Огненный гриб над горизонтом, ударная волна, выжженный на километры город. Именно такую картинку рисует почти каждый. Стоит только спросить, что будет, если реактор выйдет из-под контроля. В голове у большинства атомная станция живет как спящая бомба, которая просто ждет своего часа. Мол, стоит одному датчику соврать или оператору нажать не ту кнопку, и все разом взлетит на воздух. И знаешь, этот страх возник совсем не случайно. У него есть вполне понятная историческая причина. Дело в том, что о силе атома человечество впервые узнало не из новостей про электричество, а из кадров испытаний оружия. Слова «ядерный» и «атомный» прописались в нашей памяти рядом со вспышкой и грибовидным облаком. Вот мозг и достраивает все остальное сам. Кино только подлило масло в огонь. Там реактор вечно шипит, мигает тревожным красным и в финале обязательно взрывается. Так и родилась простая, но в корне ошибочная логика. Раз внутри лежит уран, значит, рано или поздно рванет. Но вот в чем вся загвоздка. Атомная бомба и энергетический реактор — это две совершенно разные машины, хоть внутри у обеих и правда есть уран. Одну собрали так, чтобы она отдала всю свою энергию за миллионные доли секунды одним чудовищным ударом. Другую — наоборот, чтобы та выделяла тепло медленно и ровно, годами напролет, без всякого грохота. Это как сравнивать порох в патроне и дрова в печи. Вещество вроде и похоже, а ведет себя абсолютно по-разному. И тут напрашивается вопрос, которым на самом деле мало кто вообще всерьез задавался. Если в реакторе действительно тот самый уран, почему он спокойно кипятит воду годами, а не срабатывает за 1 секунду? Весь ответ спрятан в устройстве топлива. И он куда любопытнее, чем можно было бы ожидать. Так что давай заглянем внутрь реактора и по-простому, без страха, разберем, что же там на самом деле творится. Сперва разобраться, откуда в нем вообще берется энергия. А рождается она в мире настолько крошечном, что его не разглядеть даже в самый сильный микроскоп. Все вещество вокруг состоит из атомов, а в самом центре каждого атома сидит плотное ядро. Обычно это ядро держится крепко и живет себе спокойно, ни на что не реагируя. Но у урана есть особая разновидность, и вот она как раз ключевая для всей нашей истории. Дело в том, что уран бывает разный. Чаще всего встречается уран-238, а вот его редкого собрата зовут уран-235. Отличаются они всего лишь числом крохотных частиц в ядре, но именно эта мелочь меняет все. Уран-238 довольно стабилен, а вот уран-235 неустойчив и готов расколоться при первом удобном случае. Именно он и есть настоящее горючее реактора. Ради него весь сыр-бор и затевается. И вот в такое шаткое ядро урана-235 вылетает крошечная частица — нейтрон. Этакий невидимый снаряд. От удара ядро не выдерживает и раскалывается на осколки, попутно выбрасывая приличную порцию энергии. Но самое интересное даже не в этом. В момент раскола ядро выстреливает наружу еще 2-3 новых нейтрона. И тут-то и начинается вся магия.
Эти свежие нейтроны летят дальше и врезаются в соседние ядра урана-235, заставляя расколоться уже их. Те выбрасывают новые нейтроны, и процесс начинает нарастать сам собой, словно снежный ком с горы. Ученые называют это цепной реакцией, и именно она — самое сердце любого реактора. Проще всего представить ее как домино. Толкаешь одну костяшку, а следом валится вся длинная цепочка. Так и в уране. Один расколовшийся атом запускает целую лавину из миллиардов точно таких же расколов. Каждый крошечный раскол отдает лишь капельку тепла, но вместе эти капли сливаются в мощный поток энергии. Это тепло нагревает воду, превращает ее в пар, а пар уже крутит турбину и рождает электричество. Вот только без присмотра эта лавина разгоняется слишком быстро, и с такой проблемой инженерам пришлось справляться. Вот мы и подобрались к самому главному секрету, из-за которого реактор в принципе не способен рвануть как бомба. И весь секрет прячется в одном простом слове — концентрация. Мы говорили, что горит в реакторе именно уран-235, а его в природе совсем мало. В обычной урановой руде этого нужного изотопа меньше 1%. Все остальное — бесполезный для взрыва уран-238. Чтобы реактор вообще заработал, инженеры немного повышают долю урана-235. Этот процесс называют обогащением. Но вот ключевой момент. Для мирной станции хватает всего 3-5% урана-235, и не больше. А теперь сравни это с ядерной бомбой, где доля того же урана-235 переваливает за 90%. Разница просто гигантская, и именно она решает все в этой истории. Топливо реактора и начинка бомбы — это как два совершенно разных веществ, хоть звучат они и одинаково. Вещество вроде одно и то же, уран и там, но ведет себя оно совершенно по-разному. Все решает именно концентрация. 5% урана-235 просто физически не могут собраться в тот мгновенный взрыв, который дает бомба. Реакция в таком топливе идет, но идет вяло, спокойно и уж точно не превращается в детонацию. Чтобы получить настоящий ядерный взрыв, нужно почти чистое горючее и хитрая конструкция, которой в реакторе нет и в помине. Это и есть первый мощный замок безопасности, встроенный прямо в самое топливо. Еще до всякой автоматики и бетона взрыв атомной станции отменяет сама физика. Итак, топливо в реакторе слабое и на бомбу не тянет, с этим разобрались. Но остается вопрос: как вообще управлять лавиной, которая разгоняется сама собой? Ведь цепная реакция, если ее отпустить, нарастает с огромной скоростью, и уследить за ней вручную нереально. И вот тут кроется, пожалуй, самая красивая инженерная хитрость во всей этой истории. Чтобы понять ее, вернемся к нашим нейтронам, тем самым частицам, что раскалывают ядра урана. Когда ядро урана-235 раскалывается, большинство новых нейтронов вылетает мгновенно, буквально за миллионные доли секунды. Если бы реактор работал только на них, управлять им было бы попросту невозможно. Это как вести машину, у которой руль откликается лишь спустя долгое время после поворота. Любое движение вышло бы из-под контроля. Именно на таких мгновенных нейтронах и работает атомная бомба, где все происходит за один миг. Но природа приготовила инженерам щедрый подарок. Оказывается, не все нейтроны вылетают сразу. Крошечная их часть, меньше 1%, появляется с задержкой. Осколки расколотого ядра еще какое-то время дозревают и выбрасывают эти запоздавшие нейтроны спустя секунды. И вот эта ничтожная доля запаздывающих нейтронов меняет вообще все в поведении реактора. Реактор специально настраивают так, чтобы устойчивая цепная реакция держалась именно на них. А раз реакция опирается на нейтроны, которые не спешат, то и разгоняется она уже не мгновенно, а плавно. Секунды — это гигантский запас времени и для автоматики, и для человека за пультом. Есть время заметить рост мощности, есть время среагировать и вмешаться, есть время все поправить.
По сути, инженеры намеренно сделали реакцию медленной и неповоротливой, и в этом ее главная сила. Без этих ленивых, запаздывающих нейтронов ни одна атомная станция в мире просто не смогла бы работать безопасно. Но чтобы командовать этой реакцией по-настоящему, одной задержки мало, нужны еще и рычаги управления. Итак, реакция идет плавно, и у людей есть время на нее влиять. Но чем именно они на нее влияют? Главный инструмент управления — это управляющие стержни, и работают они, на удивление, просто. Стержни делают из особых материалов, чаще всего из бора или кадмия, которые жадно поглощают нейтроны. Помнишь, что вся реакция держится на нейтронах, летающих от ядра к ядру? Так вот, эти стержни работают как губка. Они впитывают лишние нейтроны и не дают им продолжать цепочку. Опусти стержни глубже в активную зону, они поглотят больше нейтронов, и реакция ослабнет. Приподними их чуть выше, нейтронов в игре станет больше, и мощность вырастет. По сути, это та же педаль газа, только вместо скорости она регулирует ход ядерной реакции. Операторы плавно двигают стержни и удерживают мощность ровно на нужной отметке. Но есть у стержней и вторая, куда более важная роль — аварийная остановка. Если что-то идет не так, срабатывает защита, и все стержни разом падают в самую гущу реакции. На это уходят считанные секунды, и за это время цепная реакция буквально захлебывается и глохнет. Такую экстренную остановку инженеры называют скрам, и она встроена в каждый реактор мира. Причем устроено все так, чтобы стержни падали сами, даже если полностью пропадет электричество. Их часто удерживают наверху электромагниты. Исчезло питание, магнит отпустил, и стержни под своим весом рухнули вниз. То есть при сбое реактор не разгоняется, а наоборот, сам стремится погаснуть. Кроме стержней, реакцией управляет еще и вода, которая одновременно и охлаждает зону, и помогает реакции идти. Но у этой воды есть одно поразительное свойство, которое превращает реактор в почти самоуправляемую систему. Именно оно и делает его по-настоящему устойчивым. Стержни и операторы — это хорошо, но у хорошего реактора есть кое-что понадежнее человека. Он умеет тормозить сам себя, без единой команды с пульта. И вот как это работает. Помни, что нейтроны, вылетающие из расколотого ядра, слишком быстрые, чтобы легко расколоть новое ядро. Их нужно сначала притормозить, и занимается этим обычная вода в активной зоне. Быстрый нейтрон бьется о молекулы воды, теряет скорость, и лишь потом идет раскалывать следующее ядро урана. То есть без воды-замедлителя цепная реакция во многих реакторах попросту затухает. А теперь смотри, что происходит, если реактор вдруг начинает перегреваться. Вода в активной зоне нагревается, расширяется и становится менее плотной, а кое-где даже вскипает. Раз воды на пути нейтронов стало меньше, замедлять их теперь почти некому. Быстрые нейтроны хуже раскалывают уран, реакция сама собой слабеет, и температура ползет вниз. Реактор словно чувствует перегрев и сам сбавляет обороты, без датчиков, стержней и команд. Ученые называют это отрицательной обратной связью, и это настоящая опора безопасности. Есть и второй такой же механизм, спрятанный в самом уране. Когда топливо разогревается, ядра урана начинают активнее глотать нейтроны впустую, не раскалываясь. Значит, чем горячее становится зона, тем меньше нейтронов остается на саму цепную реакцию. И снова итог один. Температура растет, реакция сама притормаживает и остывает. Оба этих свойства встроены в саму физику топлива. Их не нужно включать или чинить. Правильно спроектированный реактор всегда стремится вернуться в спокойное, устойчивое состояние. По сути, он держит сам себя в узде, а человек лишь подстраховывает и следит за приборами. Но если все так надежно, откуда тогда взялись те самые страшные аварии? Что же в реальности взрывалось на атомных станциях? Пришло время разобраться. Начнем с Three Mile Island, станции в Соединенных Штатах Америки,
где в 1979 году случилась серьезная авария. Там из-за поломки и ошибок персонала часть топлива перегрелась и расплавилась прямо внутри реактора. Звучит страшно, но вот что важно. Никакого взрыва не было. Расплав остался внутри прочного стального корпуса. Толстые стенки удержали почти все внутри, и наружу вырвалась лишь малая часть. Большой катастрофы не вышло. Теперь Фукусима, Япония, 2011 год. Авария после мощнейшего землетрясения и накрывшего станцию цунами. Огромная волна вывела из строя охлаждение, топливо стало перегреваться, и реакторы действительно пострадали. Но взрывы, которые тогда показывали в новостях на весь мир, были вовсе не ядерными. Из-за перегретого топлива вода в реакторе испарялась, и при высокой температуре выделялся водород. Тот самый легкий газ, что легко вспыхивает. Он скопился под крышей зданий и рванул, как бытовой газ на кухне, только куда сильнее. Это был химический взрыв водорода, а не взрыв атомного топлива. А это огромная разница. И, наконец, Чернобыль. Самая тяжелая авария в истории атомной энергетики. Реактор устаревшей конструкции во время испытаний в один момент резко разогнался по мощности. Вода мгновенно вскипела, давление подскочило, и произошел паровой взрыв. А за ним еще один от водорода. Именно та самая опасная обратная связь, о которой мы говорили раньше, здесь сработала не в ту сторону. Но даже это не был ядерный взрыв, как у бомбы. Рвануло от пара и газа. Вывод из всех трех историй один и тот же. Даже в худших авариях станции губили пар, водород и перегрев, но не атомная детонация. Реактор в принципе не способен сработать как ядерная бомба, что бы на нем ни пошло не так. После таких аварий у любого возникает вопрос: а сегодня-то безопаснее? Ответ — да, и очень заметно. Каждая авария в прошлом стала для инженеров суровым, но полезным уроком. Все ошибки разобрали по косточкам и встроили защиту от них прямо в конструкцию новых станций. Главный принцип современной безопасности звучит так: несколько независимых барьеров на пути беды. Идея простая — не полагаться на что-то одно, а поставить целую череду преград. Само топливо запечатано в прочной оболочке, которые держат осколки реакции внутри. Сверху — массивный стальной корпус реактора, а вокруг него еще и толстенная защитная оболочка из бетона. Этот бетонный купол способен выдержать огромное давление изнутри и удар стихии снаружи. Его строят с таким запасом, что он держит даже падение тяжелого самолета. Проверяли и на такое. Даже если откажет одна система, ее тут же подстрахует вторая, третья, а порой и четвертая. Одна и та же задача решается сразу несколькими путями, чтобы отказ никогда не был роковым. Но самое интересное в новых реакторах — это пассивная безопасность. Раньше, чтобы охладить зону, обязательно нужны были работающие насосы и электричество. А ведь именно потеря питания погубила Фукусиму, когда цунами обесточило станцию. Теперь же инженеры сделали так, чтобы реактор охлаждался сам, вообще без внешней энергии. Наверху ставят большие баки с водой, и при аварии она под собственным весом стекает вниз на горячую зону. Работает простая гравитация и естественная циркуляция. То, что не сломается и не отключится. Даже при полном обесточивании такая станция способна остывать самостоятельно много часов, а то и дней подряд. По сути, безопасность теперь заложена в саму физику и конструкцию, а не только в приборы и людей. Именно поэтому современные реакторы куда спокойнее и надежнее своих предшественников. Осталось собрать всю картину воедино и подвести итог. Реактор не взрывается, как ядерная бомба. И держится это на 3 китах. Первый — слабое топливо. В реакторе всего несколько процентов урана-235 против 90 с лишним в бомбе. Второй — намеренно замедленная реакция, которая держится на запаздывающих нейтронах и оставляет время все поправить. И третий — сама физика, которая при перегреве не разгоняет реактор, а наоборот гасит его.
А те страшные аварии, которых все так боятся, оказались взрывами пара и водорода, но не атомной детонацией. Проще всего представить это так. Ядерная бомба — это порох, вспыхивающий весь и сразу одним разрушительным ударом. А реактор — это костер, который инженеры научились разжигать медленно и держать под контролем долгие годы. Тот же огонь, та же энергия, но укрощенная и поставленная на службу человеку. И знаешь, в этом есть что-то по-настоящему красивое. Люди взяли силу, что стоит за самым грозным оружием на планете, и заставили ее спокойно кипятить воду. Не разрушать, а освещать дома, больницы и целые города долгими десятилетиями подряд. Именно так и выглядит настоящая инженерия — приручить то, что казалось совершенно неукротимым. И чем больше вникаешь в детали, тем сильнее понимаешь. За скучным словом «реактор» скрывается один из самых остроумных замыслов в истории техники. Надеюсь, теперь этот давний страх перед реактором стал для тебя чуточку понятнее и слабее. А напоследок у меня к тебе небольшая просьба. Напиши в комментариях, какой из фактов удивил тебя сильнее всего. Мне правда интересно прочитать. Поставь лайк, если было интересно, поделись этим видео с друзьями и близкими и подпишись на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые истории о том, как устроен наш удивительный мир. Спасибо, что досмотрел до конца. И до встречи в следующем видео.